Итак, ребят, всем привет. Очень много все-таки комментариев было, что давайте посмотрим Россию, да, почему я не говорю про Россию, что ждет Россию и так далее. Очень много кто просит это посмотреть. Ну, я, во-первых, хочу сказать, да, почему я сейчас не смотрю про Россию и не рассказываю, по сути, то, что я про Россию вижу. Потому что, знаете, очень вот эта сложная ситуация, которая вокруг России и Украины сложна, и тут даже я бы не сказала, что вокруг только России и Украины, а вообще России и всего мира, да, что во всем мире там чуть ли не объявляют, что вот Россия это исчадие зла, что вот Путин это там такой демон и так далее. И знаете, я очень часто наблюдаю, что очень многие начинают как-то перекладывать, ну, не знаю, не от большого ума, конечно, но перекладывать, что вот есть Путин, да, вот есть там режим какой-то, еще что-то, и перекладывать это на всю страну, что, мол, вот все люди плохие, значит, что вот если у них такой президент, значит, они полная Г, там и так далее. Во-первых, я не согласна вообще с такими утверждениями в корне, вот, как не согласна и с тем, что если люди выбирают что-то, значит, им это что-то нравится, и они имеют право на свой выбор. Даже если это ошибка, то это тот путь, который они должны пройти. Они вправе выбрать этот путь, да, и эту ошибку тоже. Я же не говорю, что вот там в свое время кто-то там выбрал Зеленского, да, в Украине, и что они теперь, ну, в принципе, они тоже несут последствия своего выбора. И я же не говорю, вот теперь то, что вот они выбрали, это о них как-то говорит, или вся страна вот такая, или что-то еще. То есть поэтому я стараюсь избегать таких всех вещей, тем более, что когда кто-то начинает говорить позитивно про мою страну, начинается какой-то бешеный там вообще ажиотаж в комментариях, что нет, вы все врете, вот Россия там должна погибнуть, умереть, она должна сдохнуть от голода там или еще что-то. Из-за этого я тоже не люблю подобные вещи и ну, не то чтобы провоцировать, но просто мне не сильно хочется тоже это все выслушивать. Откровенно, когда человек пытается свои проблемы какие-то переложить на вообще на то, что находится, ну, в принципе, вне компетенции, да, что конкретно проблемы конкретного человека все результаты его жизнедеятельности, да, а не результаты там правительства, еще чего-то. Я тоже, допустим, вот сейчас все знают, что у нас там непонятки с Телеграмом, Ютубом, там и ну, прочими вот этими вещами. И я как блогер, как человек, у которого есть большой блог на Ютубе, у которого солнечный клуб, да, находится в Телеграме, все инфраструктуры, за которые платятся и деньги, и время и средства вкладываются, все это находится на базе Телеграма, что, ну, насколько по мне это бьет, да, вот такие вот выборы, ну и моменты, которые хочет там вести государство, да, что это ударяет по мне и ударяет по другим людям, которые ориентированы на эти ресурсы, которые хотят эти ресурсы получать. Но тем не менее я там не ухожу в ненависть, не желаю никому смерти там, да, не желаю там вот всему плохому там с этим случиться. И давайте так сразу. Ну, сходу, наверное, да, поделимся на берега в том плане, что я то, что буду говорить, это то, что мне приходило с тонкого плана. Политического контекста какого-то в этом никакого нет. А то, что приходило, то приходило. Если кому-то это не нравится, но он может в это не верить, да, как бы в принципе это мое личное, ну, скажем так, взгляд, да, на ситуацию, то, что я считала тонкого, и то, как я это расшифровала. Если вам что-то не нравится, ну, не верьте в это. Если вы хотите или желаете кому-то смерти, или там смерти моей стране, или там кому-то из людей, которые, я не знаю, там сидят у власти, там и так далее, но помните, что такие вещи, они зачастую возвращаются на круги своя, и человек, желая кому-то чего-то плохого, в первую очередь это все в свою собственную жизнь
вводит, потому что это прямое вмешательство. Ну да ладно. Давайте вообще начну с того, что я видела ранее. Вообще очень, я помню тот момент, когда изначально, то есть мы там жили, все было хорошо, да, не тужили, вот, и 2022 год, февраль, вот, я тогда сижу вообще в роддоме, рожаю ребенка, и все вот это приходит. Нежданно-негаданно, да, все там в шоке, начинают сыпаться тут же там 10 тысяч пакетов санкций, народ в шоке, что там чуть ли не, я не знаю, по всем там каналам новостным начинают говорить о том, что ну все, капздец, у нас там ни памперсов, ни туалетной бумаги, ничего не будет, значит, будем жить как в банановой республике, превратимся в Венесуэлу и все вот в таком духе. То есть полный там такой коллапс и страхов, и сомнений, и всего. Но я помню до сих пор, что я сижу вот в роддоме, и у меня, конечно же, как у любого другого человека, тоже начинается какая-то там тревожность, что вот, а как, вот у меня сейчас ребенок родился, а что там дальше будет, ну и вот эти вот такие мысли именно того, что непонятно, неизвестность, да. Но в это же время я считываю, вот у меня четко тогда было ощущение, знаете, на тонком, что моя страна наконец-то сбрасывает оковы. И несмотря на то, что, ну, ум там, мой мозг, да, начал там строить какие-то, что вот, что же будет, как мы будем жить, а душа внутри, вот я помню этот момент, я как будто ликовала. Ну, то есть какое-то ликование было. И это, знаете, это ликование ничуть не связано с тем, что вот там, может быть, кто-то сейчас подумает, и часто люди вообще почему-то переворачивают мои слова, что типа вот началась война, там, или я кому-то начала смерти желать, вот и так далее. Нет, это ликование именно было насчет того, что как будто оковы какие-то спали. Это именно касалось санкций и чего-то, вот, то есть как будто изменения какие-то очень сильно произошли, я даже не знаю, как это объяснить. То есть, конечно, то, что вообще произошло, это ужасно, и у меня это тогда в голове не могло вообще уместиться, то есть и то, что начинаются сами вот эти военные действия все и все, но как будто, знаете, что-то в этот момент сдвинулось. Вот знаете, вот с мертвой точки. Это, наверное, с чем-то сравнимо, я не знаю. Вот знаете, когда там Индиана Джонс какую-то разгадку разгадывал, да, и вот он там, я не знаю, долго-долго подбирал какой-то ключ к пещере там с сокровищами условно, да, или там какой-то там древние разгадки там каких-то майя или еще что-то, и бах, и вот наконец-то вот эта стена долгожданная отъехала, да, вот. То есть вот это движение какое-то началось на пути к какой-то, ну, цели или заветной мечте или чему-то вот такому, понимаете? И я прям это почувствовала. Это ощущение было настолько мощное, что я не могла вообще понять, как так. То есть, с одной стороны, происходят ужасные действия, которые я понимаю мозгами, которые я понимаю, что это что-то вообще очень-очень сильно страшное, потому что любые смерти, любые боевые действия, это всегда, ну, это страшно. Это не то, чего надо вообще хотеть или желать, или все. И я, конечно же, этого не желала и не хотела никому вообще абсолютно никогда. Но вот здесь именно то, что началось. Здесь скорее даже, знаете, не в этом дело, а в противостоянии, как будто кинули вызов или как будто что-то сдвинули вот с мертвой точки, и вот пошло вот это движение. То есть я думаю, что именно тогда началось вот это противостояние, да, именно Востока и Запада. Именно если раньше оно такое было, знаете, покусывали друг друга, то сейчас это открытое. То есть это пошли именно какие-то, знаете, как какой-то механизм, который давно уже заржавел, начал движение. То есть что-то начало двигаться. И я говорила, вот у меня в Бусте, на Бусте выходил недавно ролик по теме Крыма. Я там говорила, что Крым это очень сакральная территория. Вот, объясняла, что там, зачем там, почему так сильно все вокруг этого Крыма бегают, почему всем так нужно владеть этим именно полуостровом, что там такого важного, там действительно очень большая энергетическая точка, которая несет большой сакральный смысл. То есть мне даже шло, что кто владеет Крымом, тот владеет миром. То есть вот так вот. И здесь получается, что
вот этот полуостров, то есть он отошел еще до начала вот этих вот поворотных механизмов таких, да, то есть на уровне канцелярии было прописано, что эта территория, она как бы сказать, что она поменяет свое место жительства, да, то есть нужно было, чтобы она оказалась вот на момент начала движения вот этих застарелых механизмов в нужном месте, ну вот в нужное время условно. И там тоже все, ну, сейчас уже сошлось, да, когда я это считала, но тогда вот было четко, что какие-то вот эти вот застарелые механизмы начали разворачиваться, то есть потому что иначе, и это было, ну, не побоюсь этого слова, то есть вот движение, да, именно какие-то четкие механические действия, вот, которые начали работать против глобализации. То есть именно против вот этих вот людей, которые там ошиваются на вот этом всемирном форуме, да, и рисуют нам с вами прекрасное светлое будущее, где мы будем жить с, я не знаю, палкой там, да, с подачей пищи во рту с катетером и где-нибудь там пуская слюну, вот, в искусственной цифровой реальности. И здесь, то есть какое-то конкретное противостояние вот именно пошло Европы и Восток. И здесь сразу тоже шло, что вот все идет не по плану. Я даже себе не поверила, то есть, потому что такие ощущения были, ну и как, вот все же там вообще какой-то ужас происходит, но с чего вдруг? И я помню, поделилась, еще тогда позвонила, поделилась своими ощущениями с мужем. Ну, не сказать, что у меня прям там читает тонкий, как я, но у него чуйка очень тоже хорошая, он прям умеет, да, как-то вот чувствовать немножко пространство. И он сказал, что, знаешь, говорит, странно, но у меня тоже какое-то такое ощущение, как будто цепи спали. И то же самое было, когда я с девочкой с одной разговаривала, вот, тоже, и она, ну, она как раз-таки чувствует тонкий план, тоже видит частично, и она сказала, что то же самое ощущение ей пришло. То есть, что как будто Россия скинула цепи, вот именно цепи, то есть какие-то рабские. Это, знаете, это как, не знаю, может быть, кто-то, кому-то не понравится сравнение, но, знаете, был такой великий римский гладиатор Спартак, который в свое время просто первым сбросил оковы, да, и поднял восстание, самое великое восстание, которое в целом очень большие изменения, да, в принципе, за собой повлекло великое восстание рабов. И вот здесь было что-то типа того. То есть я не скажу, что Россия прям это Спартак, но то, что это какое-то великое такое же восстание, то есть условно, где Россия первой выступила, да, в виде вот такого Спартака, который скинул оковы и бросил вызов, и потом за ним, то есть за вот этим Спартаком подняли головы остальные. Здесь да. Ну и плюсом я рассказывала тоже много о том, что Россия не просто так подняла вот эту голову, да, и бросила вызов, что изначально там песочек ей очень хорошо подстелили, соломку, и Индия, и Китай, и вообще вот этот фас, грубо говоря, дал Китай. И Китай очень многое продумал, Китай много вот этого вот всего, как, что, зачем, обходные пути, там, что, как бросить вызов правильно, как чего зайти, и даже, не побоюсь этого всего, конфликт тот, который произошел, да, в феврале вот 22 года, что нужно его начать, это тоже все стратегия Китая. То есть это там сидят стратеги, которые все это продумывали, ребята, это все не просто так. То есть это все придумал Китай. Нравится вам это или нет, почему-то многие просто не хотят это слышать, они не хотят видеть, что мир более сложный, чем вот какой-то дядька сидит там в Кремле и вот придумывает о том, как бы там вот подгадить всем в мире. Ну, так это не работает, и большая политика тоже так не работает. Нравится вам это или нет. Насчет того, как дальше, да, что я еще видела относительно России, то, что Россия, знаете, тоже приходили такие образы, потому что меня очень сильно волновало, что будет со страной, все. Мне приходил образ, знаете, такой убитой хрущевки. Где-то даже Россия
ассоциируется с этим, потому что это все постсоветское пространство. То есть и до сих пор такое ощущение, у России очень много вот этих болезненных мест, понимаете, которые именно постсоветское пространство, разбитых, убитых вот этих хрущевских мест, грубо говоря, вот как в этой убитой хрущевке, да, где-то старые рамы, где-то еще что-то, но знаете, когда шло вот это ощущение, когда оковы падают, знаете, самое странное, что было, причем это пришло не только мне, что как будто вот делать ремонт в этих местах, да, вот мы постоянно там обсуждаем у себя, что вот у нас власть такая, что вот они сидят на нефтяной игле, да, что вот только от нефти там зависит, что где там производство, где инфраструктура, где еще и где еще. А вот я видела такое, когда вот это все произошло, что как будто из-за того, что отношения, ну, то есть они не были хорошими, но вот были вот такими рабскими, ну, немного, да не немного, очень сильно, что они бы и хотели что-то сделать, допустим, вот какую-то инфраструктуру или какую-то отрасль поднять или что-то развить, все, и им тут же просто вот приходил товарищ хозяин, да, вот этот вот раба, и говорил а-та-та, и бил по рукам, прям кнутом, то есть не давали этого сделать, то есть как будто следили, были какие-то договоренности, я не знаю, не межмировые, а как будто между странами или что-то, где по этим договоренностям, то есть они не могли эти инфраструктуры вообще никак развивать. Я не знаю, что это были за договоренности, ребята, я не знаю, что это вообще такое, но я прям четко видела, что как будто, знаете, хочется видится огромные перспективы, да, вот как Спартак, это уже был сильный боец, он был гораздо сильнее там любых вот этих вот солдат, там этих римских легионеров, все, но он был связан вот этими рабскими оковами, да, и никак не мог себя проявить и показать. То есть не было свободы, которая бы дала ему возможность развить вот это вот, да, свои лидерские качества, свое то, свое это, какие-то вот эти свои сильные стороны, дать им вот прям вот, ну, я не знаю, как вот говорят, сделай Америку снова великой, да, и здесь то же самое, то есть сделать вот Россию снова великой. Я сейчас не цитирую Путина, вообще ни за какую власть, ничего, просто как факт того, что какая бы там власть ни сидела, неважно, Путин там, другой человек, вообще кто угодно, вот туда посади, даже самый-самый отъявленный там, я не знаю, поклонник страны, там, который хочет всего самого-самого лучшего, те обязательства, которые были подписаны на тот момент, до 2022 года, которые были расторгнуты после этого, они связывали бы любого, абсолютно любого человека просто по рукам и ногам, что он ничего бы не смог сделать для развития своей страны. Вот он просто, вот знаете, вот как веревками весь обвязан, и все, он даже пошевелиться не может. То есть вот до такой степени там все было завязано. И это все еще такое ощущение, вот как будто, знаете, со времен Хрущева. Я не знаю, почему идет именно Хрущев, но вот именно как будто эти обязательства или вот это все со времен Хрущева. И Россия все-то не может избавиться вот от того, что он наделал. То есть как будто, знаете, вот этот человек, он как-то очень сильно, да, повлиял в негативном ключе, что-то понаподписывал или что-то там, я не знаю, наделал, что как будто это все, знаете, вот так вот сваляло в Россию в какой-то вот комок, да, вот как мячик, и сковало цепями, просто вот знаете, как будто это был огромный такой, ну не знаю, сильный, большой, да, вот какой-то вот, ну даже не зверь, да, вот, ну вот как-то вот какой-то мощный такой вот, не знаю, как дракон, не дракон там, да, назвать, то есть это, видимо, СССР в свои самые вот такие вот сильные годы, то есть вот именно мощь какая-то, сила, как лев такой огромный, знаете, который может вот, ну, прям рыкнуть, да, и все такие оп-оп-оп-оп-оп, и считаться приходится, то есть вот рыкнуть, и прям сила идет большая, мощность большая, то есть где этого льва, ну, очень сложно победить, и вот именно во времена вот этого Хрущева почему-то вот, ну, знаете, как будто этого льва взяли и вот
в какой-то мячик вот так вот превратили футбольный, то есть я не знаю, как будто его вот так вот смяли, и вот этими цепями замотали так, что он даже вот, знаете, только мог, ну, не знаю, даже мяукнуть не мог и пошевелиться. И это не касается правителя, а вообще касается всей страны. То есть, да, как будто эта страна превратилась вот в такой мячик, который иссыхал внутри. То есть это, знаете, когда ты очень долго связан или не ходишь, да, или что, у тебя мышцы иссыхают. То есть, и ты уже не такой большой и сильный, то есть вот спортсмен какой-нибудь, да, вот ты такой был большой, мощный, сильный, у тебя там бицепсы, трицепсы, да, а потом тебя там, я не знаю, вот связали, там в какую-то коробку положили, там, и держит уже много лет, и, то есть полностью атрофированные мышцы, и вот как будто вот в нашей стране с каждым годом, с каждым вот, ну вот, как будто вот таким вот днем, там, неделей, там, и так далее, вот эти мышцы этого льва все больше атрофировались. И здесь уже как будто была какая-то точка такая, знаете, что как точка невозврата, что вот он уже настолько был как-то вот, ну, знаете, когда либо мы сейчас этого льва, ну, вот это животное пытаемся спасти, и оно будет способно еще ходить, да, придется, значит, лапы разминать, придется как-то это, но оно будет способно хотя бы ходить, шатаясь или еще что-то, но его еще будет способно, чтобы оно стало опять таким мощным большим львом, либо уже все, точка невозврата, и он окончательно сохнется. Вот, и как будто вот эту точку невозврата никто не хотел проходить, и было принято решение попытаться этого льва выпустить, то есть реанимировать как-то. Вот. Так что, думаю, здесь это какие-то договоренности, причем вот идут и они 90-х годов, то есть, видимо, началось все в те времена, но еще и в 90-х годах, то есть подписали очень-очень много чего-то, каких-то вот договоров, каких-то вещей, которые очень сильно невыгодны, очень сильно прям разрушительны, то есть практически делали Россию колонией, реально колонией такого 21 века. И ты знаешь, тоже идет вот как в фильмах про дискреты, да, где есть там один вот этот Капитолий и дискреты, которые вот тупо как 12-й дискрет, да, который только был уголь там, вот добывал, такие шахтеры, рудокопы были они. Вот здесь вот что-то типа того, то есть по сути, да, хотя мы и говорили, вот вы там живете на вот этой нефтяной игле там и так далее, но на самом деле смысл был в том, что и Россия сама находилась вот таким вот дискретом условно, который может только, имеет право только быть такой большой страной-бензоколонкой и снабжать весь остальной мир дешевым газом, дешевой энергией, дешевым топливом, да, и на этом не иметь права своего развиваться как-либо. Вот, это, ну, именно речь идет о каком-то большом глобальном развитии. И к чему я это все говорю, вот как раз-таки то видение, которое мне шло, что как будто страна вот как разбитая вот такая хрущевка, да, с окнами старыми деревянными, какими-то вот этими, знаете, еще помните, кто вот эти плинтуса, вот эти деревянные, скрипучие полы, там вот, и все вот в таком духе, которая даже не дышит, да, там вентиляция толком не работает и прочее. И я видела, что как будто вот будущее, то, что вот именно будет происходить в этой стране, это то, что в этой квартире наконец-то начнут делать ремонт, наконец-то кто-то зайдет, да, сначала все это разрушит, то есть это не имеется в виду разрушит всю страну, да, а разрушит вот эти пережитки прошлого, то есть вынесет эти окна старые деревянные, вскроет вот эти деревянные полы, вот эти вот деревянные плинтуса, сдерет со стенов старые обои, то есть полностью очистит всю квартиру, и после этого начнет в ней делать евроремонт.
Вот такое вот шло. То есть это не значит, что мы превратимся в страну Европу, да, там, скажем так. Нет, здесь по большей степени, то есть это хороший, классный, крутой, модный, то есть современный ремонт. И эта квартира очень сильно преобразится, то есть станет наконец-то современной, станет наконец-то крутой, классной, да, и там будет приятно и очень-очень круто жить, то есть это и какие-то технологии, это и какие-то новые стандарты, то есть какое-то новое вот веяние моды, я не знаю, вот что-то такое, то есть очень высокотехнологичное, очень высококультурное, да, высокоморальное что-то, но здесь, конечно, нужно понимать, что вот этот лев, он, как и Китай, слишком хорошо помнит все, слишком хорошо. И да, он еще не оклемался, да, сейчас он находится в таком состоянии, что у него болят лапы, он еще не может вот восстать, да, в том плане, чтобы быть таким же сильным, как раньше, быть таким же крутым, как раньше. Но сейчас этот лев находится в таком состоянии, когда он просто, знаете, лежит и зализывает раны. То есть лежит и зализывает раны на лапах. То есть вот этих вот сильных, мощных лапах, на которых он раньше стоял, да, сейчас он уже не может так на них стоять, потому что они все изранены. То есть как будто кто-то вот прям мечами бил ему по лапам, да, оставляя на них глубокие раны, для того, чтобы он просто не мог даже твердо стоять на ногах, вообще не мог стоять на ногах, и чтобы у него подкашивались вот эти суставы, и он падал. Вот, это то, что делали со страной. Я сейчас не говорю про каких-то правителей, неважно, то есть какие правители, какие там люди, кто во власти, там еще что-то. Я говорю то, что делали со страной. И это делал не конкретно Обама, Буш, там, королева Елизавета, там, или еще кто-то, понимаете? Это делали глобальные системы, уничтожая целую страну. То есть не конкретного какого-то там человека, не конкретного президента, не конкретного всего. Еще раз скажу, что это еще началось в те времена, когда лев стоял на ногах, да, но вот именно какие-то договоренности, вот именно Хрущев, да, он сделал что-то такое, подписал какие-то договора, какие-то бумаги, по которым этот лев просто был фактически, практически уничтожен, обезвожен и убит. Вот, ребята, как-то так. Ну а дальше те, кто приходили, им только показывали эти бумаги, они ничего с ними не могли сделать. Я сейчас, чтобы вы понимали, никого не оправдываю, никого не пытаюсь там обелить или сказать, ну вот, они все там не виноваты в том, что мы так жили, вот у них есть на это все, вот как какие-то это. Я просто говорю вот то, что, ну, существует, да, вот то, что является, ну, по крайней мере, неким фактом для меня, то, что я видела на тонком и видела определенные моменты, то есть где люди, им приходилось действовать, скрипя зубами, да, понимая, насколько это ужасно, неправильно, насколько это разрушает страну, вот ну, то есть не дает людям в стране момента того, чтобы быть, вот, ну, не то чтобы жить богато, да, а именно отбирают у людей ресурсы и так далее, но им приходилось жить по этим договоренностям, и почему-то я вижу Билла Клинтона, я не знаю почему, то есть как будто им приходилось вот этому Биллу Клинтону просто что-то отдавать, очень-очень много отдавать, то, что должно было принадлежать крестьянам, условно, простому народу, понимаете, то есть который, ну, видимо, здесь дело касается людей, которые работают на земле, то есть которые работают с землей, да, возможно, здесь какой-то запрет на сельское хозяйство или еще на что-то, то есть, чтобы люди не могли продукты питания как-то вот, ну, не то чтобы выращивать, а здесь, скорее всего, идет, знаете, о чем речь? Когда уничтожались как раз-таки, раньше же было очень много, да, совхозов, колхозов, которые вот, ну, во времена СССР процветали, когда у нас было там молоко, творог, там своя колбаса, да, та самая докторская, которую там все вспоминают, когда у нас там были
там картошки, морковки, там и все. То есть именно аграрное, у страны было очень много аграрного производства. Даже вот сейчас в основном это, конечно, юг, Ростов, там вот эти уже, знаете, там Краснодар, вот эти земли, там все выращивают, да, там выращивают и рис, и то, и все, и пятое, и десятое, но я вспоминаю просто вот даже ту самую Сибирь, в которой этих земель просто вот тьма тьмущая, и там тоже все выращивали, и там тоже были очень большие заделы животноводства, там, да, колхозы, и птицефабрики, и что там только не было, вот, и все это было уничтожено, вот даже деревня, где вот у меня бабушка, дедушка, да, вот, жили там, был большой вот колхоз, где прям очень большие были, ну, поголовья скота, там очень много всего производили, там молоко, что-то еще, я уже не помню, и это все, там были мельницы, ну, в общем, вообще очень большая инфраструктура, которая была просто уничтожена, и мне такое идет, что это все уничтожалось по каким-то договоренностям, что-то подписали. То есть здесь не потому, что наши власти такие уроды, и вот они там забили на эти деревни, знаете, такое ощущение, что лишить вот именно, знаете, вот эти дискреты, сейчас опять идет дискрет там, да, 12-й, который должен быть просто угольной шахтой, лишить их возможности себе выращивать пропитание, да, это одно из способов контроля, что вот этот дискрет там яблоки выращивает, да, и сельскохозяйственные какие-то, а вот это тупо вот может только ковыряться в земле, и если кто-то увидит, что там кто-то что-то производит в массовых масштабах, да, что есть, знаете, это называется продовольственная безопасность на политическом языке, то есть когда страна полностью себя на самообеспечении в продовольствии, то есть ей не надо нигде покупать продовольствие, она сама себя кормит. То есть производит нужное количество молока, творога, овощей, фруктов, там, ну, может, там еще чего-то, да, для того, чтобы было вот это вот пропитание. Я сейчас не буду говорить вот это. Кстати, я слышала, что вот этот дефицит, который был, да, советский, что он создавался искусственно. Вот. Не знаю насчет этого, правда это или нет, но вот здесь как будто были подписаны какие-то бумаги. Вот я опять вижу эти бумаги, понимаете, вот бумаги, бумаги и бумаги. Я вижу вот эти бумаги, где прям они подписывают, это какие-то америкосы. То есть, возможно, как раз-таки вот этот Билл Клинтон, потому что я вижу его, вот этого белобрысого урода, который такой вот, знаете, хитрый и такой вот, что типа делаете. А Хрущев, он как будто, знаете, хочет быть хорошеньким для других. А я такой хорошенький, а вы меня погладьте, а вы скажите, какой я молодец, да? То есть ему плевать на людей, ему надо быть хорошеньким для других. И он подписывает какие-то бумаги для них, чтобы быть для них хорошеньким. И не думает совершенно о людях, которые вот там живут. Главное, что ему улыбаются, главное, что говорят, ты какой молодец, вот, да-да-да, мы тебя любим, а они все лукавят, то есть никто ему на самом деле, ну, его считают за, ага, вот дурачок попался, вот сейчас мы ему, значит, там наделаем, да, кто-то говорит, что он работал там на это все, и вот там, значит, америкосы обработали, ну, да, но он изначально как будто был в партии, и его параллельно еще и обрабатывали, понимаете, вот что-то такое. И его просто как дурачка водили где-то за нос, вот. То есть вот хитрецы, вот знаете, как вот кот Базилио и лиса Алиса, который вот Буратино вот просто вводит за нос, а он думает, что они друзья, что вот они друзья, ой, привет, мы друзья, да, там, они такие, ой, привет, Буратино, и вот все в таком вот ключе. И это уже, но подписали позднее, как будто уже вот это вот по продовольствию, что вот надо развалить эти совхозы, что это будет, вот вы разваливаете это, чтобы этого не было. И тогда, типа, прям жесткий какой-то ультиматум. Я вижу Ельцина почему-то. Очень жесткий ультиматум, что мы вам даем денег или что-то такое. Ну, короче, что-то даем, как бы может быть безопасность. Ну, даже не безопасность, знаете, а
мы что-то вам даем, но вам нужно уничтожить вот эти вот совхозы и завхозы. И они должны были забрать вот эту курицу, хотела сказать китайскую, да, но, видимо, у меня просто ассоциация, что вот как вот китайцы, да, бывает такую откровенную парашу делают, ну, простите меня за выражение, там откровенно отвратительного качества, да, вот здесь вот эти вот американские ножки Буша, да, что типа вот они откровенно отвратительные, но за это платили деньги, большие деньги. То есть была договоренность, что они уничтожают вот эти совхозы, завхозы, создают продовольственную вот эту небезопасность, как будто они говорили, вот берите у нас, торгуйте с нами, да, вот берите вот эти ножки, закупайте, и тогда вот мы вам что-то, значит, дадим или примем вас, или вообще мы вас примем как государство, то есть что мы скажем, о, да, вот это вот Россия, это вот новая страна, как утвердим, да, что да, действительно, вот это новая страна. Как-то вот так, то есть какую-то целостность даже где-то сохранить какое-то даже имя, или даже не имя, я не знаю, может быть, здесь дело идет о правопреемничестве, да, России, того, что там во времена СССР, чтобы быть правопреемником вот этого всего. И они говорят, вот вы должны тогда, значит, брать вот какие-то большие банки, какие-то вот эти вот курицу эту покупать, еще что-то, вот это говяного качества. Они говорят, ну как же, у нас же вот совхозы, завхозы, у нас есть вот это продовольственное, ну как, у нас типа своего мяса вот этого хватает, у нас своего продовольствия хватает, у нас этого в излишке, в избытке даже где-то. То есть очень много всего, на что вот им говорят именно, что значит, вам нужно сделать так, чтобы этого ничего не было. И они такие, в смысле, а что нам вот уничтожить это все? И им говорят, да, вот что хотите, то и делайте, но если вы хотите там, ну, короче, вот, чтобы там вот это вот приняли, или вообще эту страну приняли как таковую, что она есть, вот уничтожайте вот эти вот завхозы, совхозы и так далее, что вот лишайте себя вот этой производственной безопасности и берите у нас вот эти ножки, берите у нас вот это все, и тогда мы так и быть признаем вас как правопреемника СССР. Вот что-то такое, ребята, идет. То есть какие-то подписания контрактов на то, что покупаем польские яблоки, понимаете, на то, что мы обязаны покупать европейские вот эти сельскохозяйственные товары, то, что мы должны были вот это вот все хавать, то, что, ну, чем нас кормит, можно сказать, Европа, да, и так далее. Вот я не понимаю, почему США потом вот это вот как-то на нет сошло. Ну, как будто там все равно как-то перетусовали что-то. Что-то все равно перетусовали. Унизили, вот идет унизили, поставили на колени. А ведь у них основная задача-то была, понимаете, не реально, да, продавать нам эту курицу или там сельскохозяйственную какую-то продукцию, а именно, чтобы уничтожили вот то, чтобы была продуктовая безопасность. И когда нет вот этой продуктовой безопасности, какая-то память людей, которые помнили еще войну. Вот война, которая Вторая мировая, видимо, и был голод. То есть голод был практически по всему СССР, люди голодали. И голод был во времена, вот, где революция была, тоже много было. И вот эти вот времена голода люди помнят. И опять же, вот где-то вот это строительство совхозов, завхозов и так далее, это было как вот самообеспечение от голода, чтобы вот не было больше такого, что мы можем в пучину этого голода нырнуть. Но они сделали так, чтобы вот этой безопасности лишить. И опять же, я говорю, чтобы невозможно было это восстановить. То есть вот то, что у нас там не было своих сыров, мы жрали там какие-то французские, да,
были какие-то вот именно договора и правила, что вот мы обязаны жрать как будто эти французские сыры, что мы не должны вот у себя там какие-то сыры эти делать, да, или что вот мы обязаны жрать эти французские сыры, мы обязаны покупать вот эти вот польские яблоки, мы обязаны жрать вот эту вот европейскую продукцию, как будто вот, знаете, нет иного выбора, вот ты вот обязан это вот брать и хоть давись, но типа вот народ полностью зависит, вот это как, знаете, как барин, да, у которого ломятся просто от зерна, я не знаю, амбары, а крестьяне голодают, да, типа, вот, и вот наша страна, как вот этот крестьянин какой-то, да, типа, который говорит, ну, пожалуйста, ну, я есть хочу, да, а тот тут подходит, ну, на тебе, и вот пригоршень вот так вот, да, там, вот будешь себя вести хорошо, я тебя буду кормить, да, вот зерном вот этим, давать тебе этот хлеб. Не будешь, ты узнаешь, что такое сидеть без еды, да, чтобы вот на одном там, грубо говоря, на одном зерне, и больше там не увидишь ни мяса, ни свеклы, ничего. То есть вот в таком каком-то виде, понимаете, как будто вот полностью подорвать вот эту вот безопасность. И здесь где-то санкции, то есть они специально как будто нарывались на это, специально. Но если изначально санкции, то есть все знали, почему санкции начали именно тоже вводить на то, что так, больше вы не увидите польских яблок, больше никаких сыров, больше не... То есть по продовольствию как будто вот бить начали, да, основное. Но почему именно вот так? Потому что все уничтожено, знали, что ничего нет и что быть ничего не должно. Потому что вот по этим договоренностям связаны лапы, связаны по рукам, ногам, никуда не денутся. Вот опять руки, ноги, все связано. Даже те грубо говоря, корпорации по вот изготовлению чего-то, да, то есть на территории России заводы там какие-то, да, вот, допустим, молока, там заводы там по изготовлению сыров, там какие-то, даже если были еще что-то, вот, они как будто все иностранные, вот как будто и малый очень бизнес, но этот малый бизнес это вот какой-то вот прям, ну не знаю, капля в море, да, а вот именно какой-то масштаб такой, да, ну, то есть масштаб, который бы поддерживался государством, который бы именно государство, когда, знаете, вот создает, вкладывает, дает какие-то гранты, там еще что-то на развитие там сельского хозяйства, на то, на это, да, как будто оно, вот нельзя было это делать, то есть связаны опять, руки, ноги, все связано. И только вот какая-то иностранная компания, вот Макдональдс пришел, и вот только он имеет право, я не знаю, там какой-то крупный там завод по производству скота там, да, условно там, чтобы котлеты там готовить себе делать. То есть какие-то сети там, все. Ну, это как будто не запрещено, знаете, то есть, типа, может и другой какой-то человек там, или люди там, допустим, какой-то там завод, ну, я не знаю, там, сформировать свой, но каких-то именно грантов от государства, помощи от государства, каких-то там вот таких вещей как будто нет. Но для этих компаний, которые иностранные приходят на территорию РФ, там, допустим, я не знаю, открывать там какие-то заводы по производству молока, вот тут государство обязано им предоставлять какие-то, ну, не то чтобы льготы, а как вот такая зона, типа, пожалуйста, заходите, делайте, то есть вот вам, пожалуйста, бывшая территория молокозавода СССР, делайте там, вот вам, пожалуйста, то есть вот прям вот вы не положь прям надо. То есть, типа, свой бизнес похеру, а вот которые приходят, типа, ты обязан им вот сделать все для того, чтобы им было удобно. Вот такое вот ребята понаподписывали. Хрущев и Ельцин. Знаете, такое ощущение, что Ельцин и бухал-то очень сильно заливал, как будто ожидания и реальность не совпали. Ничего не могу сделать, ничего, просто вот. И это от беспомощности. Вот какая-то беспомощность, очень сильная беспомощность. Когда человек понимает, что я не могу, просто не могу. То есть это как сам себе признается, что он не тот человек, который вот с этим что-то может сделать. От этого больно, плохо, но вот какая-то правда такая, да, которую он сам в себе, ну вот прям признает. Может, поэтому он, кстати, и ушел. Там как будто, знаете, вот
они это, революцию там или чё провели в эти 90-е, да, и сидят сейчас на развалинах, вот как развалины вот этого СССР, сейчас сидят на развалинах и думают: что делать-то вообще? Что делать? Мы вроде как, столько боролись, столько все, а в итоге зашли в эту квартиру, а там трындец, просто трындец. И ничего сделать невозможно. И ты даже в собственной квартире вот в этой ремонт не можешь сделать. То есть, даже если захочешь, тебе говорят, либо ты живешь вот так, да, ты ж так хотел этого, либо ты живешь вот так, вот в этой убитой хрущевке, либо у тебя будут какие-то очень серьезные проблемы. Вот как рэкетиры, да, которые вот прям следят, что ты вот не выбрался из этого, и тьфу-тьфу-тьфу, ты там батарею даже попробуй замени только. Вот как-то вот так, ребята. И, конечно же, чтобы начать вот этот ремонт, да, делать, как я уже сказала, будут уничтожены и старые обои, и старые окна деревянные, и старые вот эти полы будут скрыты, и все будет меняться, и останется квартира, но в ней уже будут делать здоровый, хороший, современный ремонт для того, чтобы она наконец-то могла выглядеть, шикарно, да, стать наконец-то такой современной лофт-студией, красивой, мощной, красивой, здоровой, там, я не знаю, да, как описать. Вот. И пока что вот я ощущаю, ничего не меняется. Сейчас идут демонтажные работы на данный момент, на данном этапе. Мусор какой-то вывозят строительный массово. Как будто вот сгребают его прям, знаете, лопатами какими-то. Вот на полу валяется куча строительного мусора. Его прям сгребают лопатами какими-то и вот по мешкам пакуют. И вот такое ощущение, что даже полы, вот эти доски деревянные, да, скрипучие, вот они уже как превратились, знаете, в, не в труху, но вот в такие обломки, да, уже. И вместе с тем, что было под полами этими, какие-то камни, какая-то вот ерунда, короче, какой-то вот, я говорю, строительный мусор. Вот опять же идет хрущевка, знаете, я вспоминаю, мы когда делали ремонт в одной из хрущевок, мы защищали стену, зачищали, и я увидела, что вот прям в стене, там, видимо, в бетонную смесь, вот в раствор, из которой лили эти стены, прям вмешивали какие-то куски арматуры, какая-то херня торчала, то ли какие-то опилки, то ли какая-то, вообще просто вот там какой-то трэш был. И вот тут что-то подобное, как будто вот под этими полами просто вот какой-то строительный мусор вот этот весь понакидали, вот, для того, чтобы вот была твердая опора, вот эти доски. А на самом деле там под ними, не опора, там под ними мусор какой-то. И вот это сейчас убирают все. То есть будут заливать новый крепкий пол, как я понимаю. Вот, ребята, такие видения про Россию. Кто там хотел узнать, что будет с Россией, да. Если есть еще какие-то вопросы конкретные, да, про то, что там будет в России и так далее, то говорите. Я думаю, что первоначально тут долго они тоже шли к тому, чтобы восстановить вот, я скажу так, что до 22 года готовились, конечно, они тоже очень сильно. И до 22 года в течение многих лет восстанавливалась активными бурными темпами пищевая безопасность. Вот. Вот это к этому активно шли, почему-то вот идет, очень активно шли. И даже то, что в 2014 году так называемая аннексия Крыма, я не знаю, там кому-то нравится это слово, кому-то не нравится, в общем, да, присоединение Крыма к России, тогда еще посыпались первые вот эти санкции, тоже, кстати, я когда думала, что будет там, что будет, да, вот, но тогда еще, то есть вот эти, как сказать, договоренности, да, так называемые, которые были подписаны вот в этих годах непонятных, были нарушены со стороны самих вот этих еврокомиссий там или чего-то, да, когда они ввели там вот этот табу там на польские яблоки, там на сыры французские и так далее. И в этот момент, то есть они уже могли сами свои договоренности вот эти, то есть не соблюдать. Это была победа. То есть, я могу их не соблюдать, вот, официально.
Я сейчас могу наконец-то строить заводы с сыром, могу строить там заводы, там, я не знаю, с молоком, заводы там еще с чем-то, да, то есть, и мне никто за это ничего не предъявит, вот, и там прям радость какая-то такая была, я вижу, прям радость, наконец-то, да, 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 типа мы это сделали, да, 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 все, быстро, давайте, сейчас, вот, пока там эти все, ну, типа они-то ждут, когда мы там приползем, да, за этим сыром, за этим, что у нас ничего нет, а как будто даже как-то вот, ну, разрабатывались какие-то законы заранее или какие-то эти для того, чтобы быстро, 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 оперативно их внести, и можно было сразу пустить в оборот, сразу же. Даже, возможно, какие-то договоренности были с какими-то знакомыми, друзьями, там еще кем-то, которые говорили там заранее, вот ты, вот мы сейчас вот сделаем, вот если вот внесут вот такую херню, да, там сыры запретят нам, ну, делать, ты вот сейчас готов инвестировать, допустим, вот есть там какое-то место, завод, там не завод, вот там мы тебе дадим, и вот прям инвестировать, и бах, и там чуть ли не завтра открыть сыры, мы вот примем закон там туда-сюда, и ты прям вот чуть ли не завтра, послезавтра запустишь этот завод, мы там в него вкинем бабла, там все вот это вот, там и так далее. То есть вот прям вот до такого было, понимаете? То есть это настолько заранее к этому готовы, то есть это как будто вот реально ими, ну, то есть знали, что они вот такое могут сделать, то есть что в первую очередь они ударят по этому, по продовольствию, да, какому-то, по продовольственной безопасности, и они были к этому готовы, то есть они прям готовили план такой, ну, внутри, что вот находили инвестора заранее, находили каких-то людей, которые были готовы, как только им скажут, все, начали, да, просто оперативно приступить и уже по какому-то плану, который был заранее разработан, начать там строить эти какие-то заводы, какие-то инфраструктуры, какие-то вещи, короче, очень интересно. И даже с китайцами какие-то договоренности были заранее заключены насчет того, что вот пищевой безопасности, что, допустим, там нам перестанут там продавать помидоры, ну там, не знаю, а-ля там, да, польские, чтобы к нам завезли помидоры китайские там, или чеснок китайский, или там перцы китайские массово. То есть даже это, хотя китайцы тогда такие, ну, типа, чё, кого там, да, и стопудово, вот вы должны, там, типа, помочь вот это вот все, если что, ну, если вдруг быстро заключить такие договора, быстро. То есть, опять же, знаете, то, что было просчитано еще наперед. То есть такое ощущение, что они даже хотели этого. Правда, они все делали для того, чтобы... Вот, как-то вот так. И то, что если мы говорим о санкциях, которые были после 22 года, да, в обход санкциям очень многое завозится, то есть, и это прям на уровне государства, да, вот эти вот все настроенные узлы обхода санкций, то помните, когда именно был вот этот 14 год, там запрещали вот эти сыры, там еще что-то, да, и тоже же пытались в обход санкциям завести там что-то там в Россию, я не помню, и уничтожали прям вот эти сыры там все. Короче, вот прям вот просчитывали что-то вот это вот. Уже тогда началась экономическая вот эта вот, ну, война за экономическую независимость, я назову это так. Попытка вернуть себе то, что забрали в 90-х годах. То, что забрали, попытка вернуть себе обратно. Как какую-то бусинку, я не знаю, как какую-то ценность, какую-то историческую справедливость себе вот восполнить. Знаете, очень сильно похоже, я на личных консультациях, когда работаю с детскими травмами людей, да, для того, чтобы у них жизнь очень сильно менялась в очень положительную сторону. Часто бывает такое, что вот ты возвращаешься там куда-то вот в прошлое, да, где-то маленького ребенка обидели или там что-то сделали, и у него как будто что-то отобрали, допустим, право защищать себя или там право на свои эмоции, да, еще что-то. И вот я говорю там, допустим, человеку, да, ну, уже там работая с ним, что вот сейчас нам это право надо забрать обратно, да, что вот это твое право на то, чтобы вот быть собой, да, именно то, что принадлежит тебе, и ты это должен сейчас забрать. И как раз когда человек это забирает, да, внутри вот работы, то он обретает целостность, и он прям становится сильнее, он прям становится
там более уверенным в себе, там более уверенным в своих, в том, что то, что он говорит, допустим, это имеет место быть, и все должны слушать, допустим, да, возвращает там себе право на личные границы, там и многое-многое другое. То есть прям человек очень сильно меняется внутри состояния, да, его появляется вот эта внутренняя сила, внутренний стержень. И вот это что-то очень сильно похоже, то есть как будто вот тоже что-то забрали такое очень-очень сильно важное, как в подобной работе. И вот что я это сейчас себе возвращаю, то есть вот это право, только тут в контексте целой страны, да, как будто страна хочет забрать вот у тех, кто у нее отобрал, вот это что-то очень важное, да, хочет забрать себе обратно и прямо обрести внутреннюю целостность. Вот такое идет, ребята. Но это внутренняя целостность, это не то, что, знаете, там, давайте вернемся к СССР, что Путин хочет там все земли обратно объединить, еще что-то. Нет, я не вижу этого абсолютно. Я вижу только то, что у земель, ну, то есть у страны, да, что-то забрали. То есть какое-то право или что-то вот, что принадлежит ей по праву, забрали, и она хочет это вернуть назад для обретения собственной целостности. А целостность — это именно то, что я самодостаточен. Я могу быть собой, я могу быть тем, кем я хочу или кем я являюсь на самом деле. То есть это про вот это больше. И сейчас за это ведется активная борьба. Вот. То, что происходит с Россией, и то, что сейчас делает Россия, это активная борьба за право быть собой и отвоевать то, что ей принадлежит по этому праву. И это дело не в территориях, не в еще чем-то, а именно в разрыве вот этих документов, которые были подписаны при Хрущеве, да, которые привели к развалу СССР, и те документы, которые были подписаны под давлением Запада в 90-е годы, для того, чтобы Россию вообще признали правопреемницей СССР. Вот так вот, ребята. Ну, у меня на этом все. Всех вас люблю, целую. Надеюсь, этот ролик вам пригодится, откроет на что-то глаза, где-то пазлы у вас сойдутся. Ну, а я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.